Всем привет! В этом ролике вяжем джемпер в технике реглан. Здесь у нас простой узор, вяжется быстро и просто, справится и начинающие рукодельницы. Вязать будем из пряжи Гималая Стелла. Красивая пряжа с мелким люрексом. Нить шнуркового типа отлично держит резинку, красиво ложится и в лицевой глади, и в узорах. Такая нарядная пряжа. У меня красивый цвет. Номер цвета 46043. Пряжа шелковистая. В составе 95% вискозы и 5% глиттера. На 100 грамм мотке 200 метров. Очень нежная пряжа. Изделие из нее очень приятно к телу. Расход на размер 42-44. 5 мотков. Красивая нарядная пряжа для вашего прекрасного вязания. Перед началом работы вяжем образец. Стираем, сушим, считаем плотность. В 1 сантиметре у меня 1,7 петли и 2 ряда. Вяжу на спицах 4,5. Ширина выреза 25 сантиметров. Мы вяжем сверху по кругу. Соответственно, наш обхват горловины 50 сантиметров. Переводим в петли по плотности. Умножаю на 1,7. Мне надо набрать 85 петель. Петли набираем обычным способом. Набираю на спице с леской 40 сантиметров. Набрали нужное количество петель. Плюс 1 петлю наберите для замыкания вязания в круг. Соединяем вязание, поправляем косу наборного ряда, чтобы она вся смотрела в центр круга и нигде не перекручивалась. Снимаем петлю с левой спицы, накидываем на нее петлю с правой спицы, затягиваем соединительную петлю и возвращаем ее на левую спицу. Повесим маркер начала ряда. 5 рядов провяжем платочной вязкой. В первом ряду все петли изнаночные. Довязываем ряд до конца. Во втором ряду все петли лицевые. Далее повторяем изнаночные, лицевые, изнаночные. Всего 5 рядов. После того, как провяжем горловину, нам необходимо будет распределить все петли на спинку, перед и рукава. Для этого из общего количества петель вычитаем 4, оставшееся количество петель делим на 8 частей. По 10 петель оставляю на рукава. Оставшееся количество петель делим пополам на перед и спинку. Если петли не делятся, то лишнюю петлю вы можете отнести к передней части. То есть на спинку 30 петель, на переднюю часть 31, на рукава по 10 и на регланной линии по 1 петле. После маркера начала ряда отсчитываем 1 петлю регланной линии плюс 10 петель рукава. Отмечаем данную точку маркером. Далее спинка. 1 петля регланной линии, 30 петель спинки. Выделяем регланную линию маркером. 1 петля регланной линии, 10 петель второго рукава, маркер, и остается 1 петля регланной линии и 31 петля передней части. Развесили маркеры, выделили петли рукавов переда и спинки. Будем вязать по кругу, выполняя прибавления вокруг регланных линий. После маркера начала ряда провязываем 1 лицевую, это наша регланная петля. Далее прибавка с наклоном влево. Накидываем протяжку на левую спицу таким образом, чтобы нить шла от себя. Провязываем скрещенную лицевую за заднюю стенку. Провязываем петли спинки, вяжем до маркера регланной линии. Перед маркером прибавка с наклоном вправо, накидываем протяжку, так чтобы нить шла в направлении на себя. Провязываем скрещенную лицевую за переднюю стенку. Маркер, лицевая, прибавка с наклоном влево. Протяжка нить от себя, скрещенная лицевая за заднюю стенку. Вяжем до следующего маркера. Всегда перед маркером выполняем прибавление с наклоном вправо. Далее 1 лицевая, прибавление с наклоном влево. Прибавка с наклоном вправо, нить на себя, скрещенная лицевая за переднюю стенку. Маркер, лицевая. Прибавка с наклоном влево, нить от себя, скрещенная лицевая за заднюю стенку. Довязываем таким образом ряд до конца. В конце ряда перед маркером тоже не забудьте сделать прибавку. Следующий ряд, ряд изнаночных петель. Провязываем его без прибавлений. Прибавления вокруг регланных линий у нас будут выполняться через один ряд. Следующий ряд, ряд с прибавками.
Мы провязываем его лицевыми. После маркера лицевая, прибавка с наклоном влево. Перед маркерами прибавки с наклоном вправо. Далее будем вязать так. 3 ряда будем провязывать лицевыми, 1 ряд изнаночными. Снова 3 ряда лицевыми, 1 ряд изнаночными. Таким образом, нам необходимо провязать длину регланной линии. Выполняем расширение полотна до тех пор, пока петли переда и спинки не поместят обхват груди в петлях. Мой обхват груди 90 см. Переводим в петли по плотности, умножаем на 1,7, получаем 153 петли. Это петли переда плюс спинки. Делим пополам. Мы сейчас посчитаем только по спинке. Получается 76 петель. Вычитаем 30 петель. Это наши изначально оставленные петли на спинку. Остается 46 петель, которые мы должны прибавить. Так как у нас выполняются 2 прибавки за один ряд, соответственно 46 петель делим пополам. Надо выполнить 23 ряда с прибавлениями. Прибавки через один ряд, 23 умножаем на 2. Всего мне надо провязать 46 рядов регланной линии. Далее приступаем к ростку. Росток азиатский. Мы сейчас будем работать только с петлями спинки. Прибавления выполнять больше не будем. Провязываем петли спинки. Маркер убираем. Провязываем петлю регланной линии. Мы ее включаем в тело. Добираем 2 воздушные петли. Вот таким образом, накручивая нить на спицу. Первая петля и вторая. Разворачиваем вязание. Первую петлю будем аккуратно переснимать. Далее вяжем ряд по узору. Сейчас у меня все петли изнаночные. Довязываем ряд. И в конце ряда мы здесь тоже добираем 2 воздушные петли. Точно так же. Первая, вторая. Нить закручивайте поплотнее. Разворачиваем вязание. Вновь первую петлю переснимаем. И провязываем ряд по узору. Сейчас по узору у меня все петли должны быть изнаночными. Провязываем ряд изнаночными до конца спинки. И вновь в конце ряда добираем 2 воздушные петли. Формируем росток одновременно с подрезами. Вяжем необходимое количество рядов. Надо провязать около 5 см в высоту. Количество рядов должно быть четным, соответственно, последняя прибавка 2 воздушных петель должна получиться с изнаночной стороны. Мы сформировали росток и подрезы. Сейчас провязываем петли спинки. Прибавления в конце ряда мы уже не делаем. Вот он наш росток и вот наш подрез. Далее идут петли рукава. Мы должны переснять их на дополнительную нить при помощи иглы. Просто переснимаем все петли. Завязываем петли рукава, чтобы они у нас никуда не делись. Подводим петли спинки к петлям переда и провязываем их лицевыми. Довязываем петли переда, идем до второго рукава. Петлю регланной линии мы тоже включаем в тело джемпера. Петли второго рукава также переснимаем на дополнительную нить при помощи иглы. Подводим петли переда к петлям спинки. Мы замкнули вязание в круг. Далее будем вязать по кругу нашим основным узором 3 ряда лицевыми, 1 ряд изнаночными. 3 ряда лицевыми, 1 ряд изнаночными. Вяжем тело на нужную длину. Я провяжу 35 см, по моей плотности это 70 рядов. После того, как длина провязана, мы закрываем петли обычным способом, провязываем петлю и накидываем на нее предыдущую. Далее переходим к рукавам. Нам надо добрать петли из сформированных подрезов. Подводим рабочую нить, начинаем вытягивать петли из середины подреза. Вводим спицу прямо в петлю, вытягиваем петлю рабочей нитью. Вводим в следующую петлю, вытягиваем следующую петлю. Набираем петли таким образом, чтобы не было больших расстояний между ними. Добрали петли из половины подреза, провязываем петли со спицы по узору. Здесь у меня ряд лицевых. Довязываем по кругу до второй половинки подреза. Добираем петли точно таким же способом, чтобы не было больших расстояний. И далее вяжем рукав по кругу просто на нужную нам длину. Закрываем петли.
Точно так же обычным способом. Провязываем петлю и накидываем на нее предыдущую. Оставшуюся петлю в конце закрытия вытягиваем, нить разрезаем, вводим в иглу, ищем нашу первую петлю закрытия, вводим иглу под обе стенки. Протягиваем нить, далее нить уводим в середину той петли, из которой она выходит. Замкнули нашу косичку закрытия, с изнаночной стороны закрепляем, я делаю небольшой узелок и прячем хвостик, уводя его по задним стенкам петель. Уводим нить в одну сторону по диагонали и в противоположную. Прячем все хвостики и отправляем изделие на ВТО. Я стирала в машинке на режиме ручной стирки, сушим на горизонтальной поверхности в расправленном виде. Джемпер готов. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.